Друзья, привет! Я продолжаю свой гайд по моду Ender.io. Так, и сейчас у нас на очереди обелиски. Есть их 4 вида. Это притягивающий обелиск, он мобов притягивает. Обелиск отвращения, он запрещает спаун мобов в определенном радиусе. Вот, дальность 64. Обелиск опыта. Мы можем сюда свой опыт складывать и опыт потом забирать. И, наконец, погодный обелиск. Сюда мы можем передавать в таких вот ведерках какие-нибудь катализаторы. Например, вот Cloud Seed. И, соответственно, менять погоду. Вот, а Cloud Seed, вот эти вот ведерки делаются в чайне, соответственно, из каких-либо ресурсов. Вот, всего их здесь вот несколько видов таких вот ведерок. Вот она, где-то здесь. Sunshine, Cloud Seed и Cloud Seed еще Concentrated. Дальше в этом моде еще, что интересно можно показать, это такой вот телепорт. Он крафтится из таких блоков. Конструкция 3 на 3 и высотой 1 блок. Обязательно запитываем энергией RF. И дальше, указав координаты, мы можем телепортироваться в какую-либо точку. Ну, подробно я рассматривать его не буду. Если это интересно, то пишите в комментариях. Могу какое-нибудь отдельное видео снять по этому телепорту. Вот. Еще полезная вещь в этом моде — это такой вот зонд. Если мы кликнем по трубе, мы узнаем про нее определенную информацию. Вот какой там, допустим, какая энергия, например, проходит, или сколько предметов. Вот. Так, и еще одна очень полезная вещь в этом моде — это зачарователь. Крайне полезная штука. Значит, чтобы им воспользоваться, нам, во-первых, потребуется какая-нибудь книжка с пером. Вот у меня сейчас здесь есть крафты. Делаю себе книжку с пером. Кладу ее. Пардон. Вот, ну, например, адокварц. Возьмем. Вот, и на выходе мы получаем остроту 5. Здесь вот в окошечке можно посмотреть, какие вообще есть рецепты. Соответственно, если с золотом смешиваем, то получаем увеличение опыта. Вот, там, если с таким-то блоком соответствующий этот. Вот, и обратите внимание, что в зависимости от количества вы получаете определенную силу от этой книги. Вот. Очень много здесь различных зачарований, подводник, шипы. Вот. То есть с помощью книги и пера, каких-то ресурсов и вашего опыта вы можете получить зачарованную книгу. Вот. Это просто очень здорово. Вот. Ну и на этом, пожалуй, все. Как бы основные, самые полезные предметы из этого мода я рассмотрел. Вот. Если что-то забыл, если что-то вам интересно, напишите в комментариях, я могу сделать отдельное видео. Всем спасибо за внимание.